Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур. Продолжаю обзор банкнот на моем канале, и сегодня вашему вниманию представляю подробный обзор банкноты Германии Веймарская республика 10 тысяч марок 1922 года. Инфляционный выпуск 19 января 1922 года. Первый выпуск этого года. Всего выпусков в этом 1922 году было 5. В этом выпуске были напечатаны 3 однотипные банкноты с одинаковым номиналом в 10 тысяч марок. На момент выпуска эти банкноты имели самый высокий номинал, когда-либо напечатанный государством. До этого самым крупным был номинал 1000 марок. Первый тип банкнот поступил в обращение в мае 1922 года, на оборотной стороне которого был изображен геральдический орел в прямоугольнике, ограниченном декоративными узорами, и имел размеры 210 на 124 мм. Второй тип поступил в обращение в июне того же года и на обороте имел гораздо более простое монохромное изображение орнаментального орла с теми же размерами. Третий тип поступил в обращение в марте 1923 года и был таким же, как и второй, но с меньшим размером – 180 на 100 мм. На лицевой стороне всех 3 банкнот изображена картина Альбрехта Дюрера «Портрет молодого человека», выполненная в период между 1499 и 1500 годами. Альбрехт Дюрер был очень известным художником, создавшим более 1000 шедевров. Об этой картине мы еще поговорим, но чуть позже. В условиях растущей с геометрической прогрессией гиперинфляции Рейхсбанк и имперская типография не справлялись с объемом, и чтобы справиться с этим, эти банкноты были заказаны и параллельно печатались в других как государственных, так и в частных типографиях. Первые 2 типа банкнот печатались в имперской типографии. На втором типе решили сэкономить и снизить себестоимость производства. Третий тип печатался в разных типографиях и отличается как цветом и, как я уже говорил, размером 180 на 100 мм. Теперь немного предыстории. Немецкая марка. В период Первой мировой войны, в результате того, что Германия увеличила свои военные расходы за счет заимствования денег, начала терять свою ценность. После поражения в войне и подписания Версальского договора на Германию пало бремя выплаты репараций странам-победителям, отчего в стране возник большой финансовый кризис. По подписанному договору Германия должна была выплатить 100 миллиардов золотых марок, плюс к этому с 1921 года ежегодно выплачивать 1 миллиард золотых марок. Чтобы решить эту проблему, был запущен печатный станок, и Германия начала печатать все больше и больше денег, что привело к инфляции немецкой марки. Банкноты, напечатанные в начале года, к середине года уже были обесценены в результате инфляции. Марка теряла свою ценность с каждым днем. К примеру, на 10 тысяч марок, выпущенных в мае 1922 года, можно было купить более 100 килограммов мяса, а к концу года на эти же деньги можно было купить уже только 2 килограмма мяса. Экономика Германии впала в безвыходный инфляционный ступор. Немцы из-за того, что договор был подписан во Франции в Версале, начали обвинять французов за экономический спад. Они чувствовали, как репарации высасывают их кровь, и эти банкноты хорошо отражают чувства немецкого народа. И об этом мы тоже поговорим, но несколько позже. А теперь давайте рассмотрим банкноту поближе. Это второй тип, поступивший в обращение в июне 1922 года. Лицевая сторона. Печать многоцветная, преимущественно темно-зеленая, синяя и оливково-зеленая. Орнаментальная узорная рамка внутри состоит из 3 частей. Внутри большой центральной рамки размещены надписи сверху вниз. Рейхсбанкнота, текстовое стилизованное обозначение номинала, обязательства выплаты по номиналу, Берлин, 19 января 1922 года, управление Рейхсбанка, ниже 12 подписей управляющих и 2 красные печати управления по обеим сторонам от них. Цифровой номинал напечатан фоном в центре, в правой нижней рамке в гелиоширной розетке, а также в левом белом купонном поле банкноты, также в оливковой гелиоширной розетке. В правой верхней рамке
Как уже было ранее упомянуто, изображен портрет молодого человека, написанный немецким художником эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером. Эти банкноты получили печальную известность и название «Вампир» или «Укус вампира» или «Дракула». Гравер специально так переработал оригинальное произведение искусства Альбрехта Дюрера, придав скрытый смысл, и изобразил вампира, представляющего Францию, высасывающего кровь молодого человека, представляющего Германию. Если повернуть банкноту на 90 градусов против часовой стрелки, то в тенях на шее мужчины можно увидеть лицо готического вампира с капюшоном, присосавшегося в его шею и как бы высасывающего кровь с его горла. Эти банкноты подытоживают антифранцузские настроения как Рейхсбанка, так и большинства немцев тех лет в Германии после Первой мировой войны. Поскольку экономика переживала сильный спад после того, как несправедливый, по их мнению, Версальский договор, который возненавидели все немцы и воспринимали его как намеренное унижение нации, высасывал миллиарды марок из потрепанной Германии. Эти настроения немцев в отношении Франции и других стран и дальше будут подпитываться и станут источником германского реваншизма, что потом приведет к развязыванию самой страшной войны в истории человечества. Но вернемся к банкноте. Серия и серийный номер напечатан красным цветом в левой верхней и нижней правой частях рамки. Серия однолитерная, варианты букв в диапазоне FP, номер семизначный. Бумага с водяными знаками, чередующееся светлое и темное обозначение номинала 10 тысяч М. Оборотная сторона. На белом поле банкноты оливковым цветом две большие орнаментальные графические фигуры, между которыми посередине изображен имперский орел, поверх которого напечатаны аббревиатуры Рейхсбанка РБТ и номинал 10 тысяч марок. Сверху стилизованный текстовой номинал. Вверху предупреждение о подделывании банкноты. Центральная часть усеяна защитными волокнами красного цвета. Размер банкноты, как я уже говорил, 210 на 124 мм. Номер по каталогу Краузе 71, без разновидностей. По другим каталогам имеются 3 разновидности, которые разделяются по типографиям, изготовителям и цвету бумаги. У меня в коллекции имеются все 3 типа выпуска 22 года. Это первый тип, это второй тип, который был представлен в обзоре, и последний, третий тип. На этом обзор банкноты Германии 10 тысяч марок 1922 года подошел к концу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пожалуйста, поставьте оценку этому видео, подпишитесь на мой канал, кто еще не сделал это, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию. До новых встреч!